По всей видимости, придется снимать с скрытой камерой. Маленький ребенок, а здесь находится могила. Ну что, приехал на кладбище, где в склепах должны жить люди. Первое, что я вижу, это самый вход кладбища. Ну, могилы, и вот дальше там висят вещи людей. Пойдем посмотрим. Ну вот люди не хотят, чтобы их фотографировали. Говорят, чтобы уходили. Ну, наверное, мне это не очень приятно. Ну, попробуем в другом месте сейчас. По всей видимости, придется снимать с скрытой камерой, так как подошли вот несколько раз, мы попросили сделать фото, даже не видео, и нам отказали в этом. Ну вот, видимо, сейчас вот это место, там, где живут люди, стоит телевизор, рядом находится склеп. По всей видимости, женщина туда живет, в этой могиле. Вот. Рядом со склепом находится торговая точка. И там целый проход. То есть, насколько сейчас я вижу, здесь организовался мини-город на этом кладбище, такой мини-городок. Ага. Ну вот, детишки здесь на могилах занимаются зарядкой. Мне интересно, еще где-нибудь в мире есть подобное место, где люди на кладбище организовали целый город. И вот мне интересно, как реагируют владельцы, вернее, как сказать, родственники людей, которые захоронены на этих могилах. Вон видим могила из 3 склепов. И там стоят столы, кровати, находятся люди. Вот там у ребят целая баскетбольная площадка рядом с могилами. Hi. How are you? Okay, I'm fine. And you? Вот смотрите, еще один склеп. Вон видно, люди в этом склепе спят. Висят их одежды. Он живно здесь находится. Наверное, пока не рискну их будить. Настоящий городок на кладбище. Сейчас попробуем пройти вовнутрь. Ту. Собака сторожевая даже здесь есть. Мотоциклы свои стоят. Hello. Эти люди доброжелательные. Конфеты, наверное, помогли. Ой. Собака злая. Ой.
Ой, все, конфеты забрали. I can this photo? Yes. Thank you. Вот посмотрите, вот такой здесь живет семья. Телевизор, посуда. Вот хозяин. Thank you very much. Thank you very much. No, thank you very much. Смотрите, маленький ребенок. Маленький ребенок. А здесь находится могила. Интересно представить картину, когда родственники придут почитать своих усопших, и тут же рядом находятся люди. Goodbye. Thank you. Goodbye. Опять собака сторожевая лает. Ну смотрите, на самом деле на этом кладбище организовался целый городок. Автострада с транспортом общественным, машины ездят, спортивные площадки. Вот самый распространенный в Маниле вид транспорта джипини. Все неожиданно доброжелательны. И как оказалось, чем глубже мы проходили в кладбище, тем доброжелательнее были люди. Так что даже не пришлось снимать скрытой камерой. Но вместе с тем, когда я смотрел на жизнь этих людей, я задавался вопросом, в какой обстановке растут здесь дети? Постоянно видеть могилы и жить среди них. Мало того, иногда им приходится видеть такие случаи. Sira na yung kabaong. Sira na. Я не буду показывать все видео, зрелище не из приятных. Но вопрос в том, как формируется психика у детей, здесь живущих. И даже несмотря на все увиденное, это не самое плохое место для жизни. Многие, в том числе и дети на Филиппинах, живут просто на улице. А в данном случае есть стены и крыши. Вот вам реальный пример жизни детей в столице Филиппин Маниле, которые спят прямо на земле под открытым небом. Данное видео было бы неплохо посмотреть тем, кто постоянно критикует Россию. Мол, отсталая страна и жизнь здесь никакая. Валить из страны надо побыстрее. У меня есть немало знакомых, которые считают подобным образом. Вот вам, пожалуйста, живой пример, как живут люди в теплой тропической стране с хорошим климатом. Живут на могилах целыми семьями. А в России после рождения второго ребенка положен материнский капитал, на который можно приобрести квартиру, пусть даже и в кредит. А после рождения третьего ребенка семья может получить земельный участок. Есть детские сады, в которых всего лишь за 2-2,5 тысячи рублей ребенка кормят, поят и следят за ним целый день. А вы сами видели в данном видео, как в семье, в которой чуть ли не 10 детей, живет в могильном склепе, и дети предоставлены сами себе. Чтобы критиковать оголдело что-либо, например, страну, надо ее сравнить с другими. Не просто приехать на отдых в хороший отель, где все чисто и красиво, а пожить среди людей, в обычной ихней среде.